Перед вами ночной Локарно, вот так красиво украшена, и предновогодняя ярмарка здесь, и вот такие тенды, бары, где можно грин-брюле попить, и просекко. А вот здесь на площади там было выступление по фигурному катанию, там профессионалы выступали, но, к сожалению, далеко не очень хорошо видно. Но я надеюсь, это передает каким-то образом атмосферу праздника новогоднего, предновогоднего настроения. Кто переживал за тортик? Тортик доехал благополучно, немножко там примялся, но в принципе доехал. И получился очень вкусный, все остались довольны, и когда все довольны, я, естественно, тоже очень сильно довольна, потому что, собственно, для этих людей я и старалась, и делала этот торт. Шоколадный торт, вишня в шоколаде, трюфельный. Вот такой разрез там. Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, это канал о рукоделии и вышивке крестом. И я начинаю свой вышивальный влог. И начинаю я его немного поздно, потому что у нас уже сегодня вторник. И, как я и предполагала, в воскресенье я ничего не делала. С прошлой недели я оставила игрушку, в которой было вышито все, кроме бэка и фрузелков. Вот эту новогоднюю игрушку, вторая. Вот это была первая в январе, и вот в декабре вторая. И я такая наивная. Я думала, ну что тут осталось, немножко этого бэкстича и парочку этих фрузелков, я за вечерок это все сделаю. 2 вечера и 1 утро. И как-то было это очень сильно напряжно. Не помню я, чтобы на этой игрушке это было так напряжно. Здесь реально это было очень-очень сильно напряжно, и я поколола себе все пальцы. Почему-то очень мне дался плохо. Я теперь понимаю людей, которые говорят, ненавижу бэкстич. Я как-то к бэкстичу всегда относилась ровно, и даже когда ты вышиваешь по саге, этот бэкстич тебе там считают какие-то неимоверные, как-то очень много. Что-то я уперлась в стену, и было мне очень тяжело. Особенно очень тяжело мне дался бэкстич на вот этой черепице. Я запуталась, потом начала распускать, ничего не вижу, где этот бэкстич, как его распустить. Короче говоря, замучилась. Но вот здесь уже, наученная здесь опытом, я уже шла так по рядочкам, и как-то полегче оно мне прошло, но вот здесь был полный трэш. Потом я начала, делала везде здесь бэкстич, а здесь же, видите, обводятся все окошечки, да не по одному, а по 2, по 3 раза вот это крыши. Вот эти двери, здесь 1, 2, 3, и все же эти разные цвета. Вот эти человечки, казалось бы, что тут такого? Но здесь тоже 3 цвета этого бэкстича. Черный, коричневый, темно-коричневый. На собачке, на вот этой собачке 2 цвета, светло- и темно-коричневый. Так что понимаете, как было это заморочливо и все это делать. Но зато результат, конечно, восхитительный, что там говорить. И напоследок я оставила себе это дерево, и это дерево у меня росло как придется, не так. Сначала я вроде как здесь начала по схеме аккуратненько все делать, мне не понравилось, как получается, ерунда какая-то, и я уже сама там, куда меня поведет, туда и вышила это дерево. Мне кажется, оно вот так как-то получше видно, неплохо вышло. И такая радостная в припрыжку уже побежала радоваться, и что все закончилось. А потом обнаружила, что я не сделала вот эти красные, вот эти гирляндочки, красные фрузелочки на вот этой гирлянде. Знаете, когда ты уже думаешь, что все. Не все. И вот я сделала эти фрузелки, и теперь наконец-то все.
И вот такая красота неземная получилась. Очень красиво, очень такой насыщенный. Я не устану поражаться, как Dimensions умудряется в такую маленькую площадь уместить такую большую историю. Ну, просто восторг и комплименты дизайнерам Dimensions. Понятное дело, многие вышивали эти игрушки, много их на YouTube. Ну вот и у меня руки дошли до этих игрушек. И мне очень нравится, я довольна, но надо их понемногу, дозировками. Вот вышила одну, подождала год, вышила вторую. Не знаю, буду ли я в январе вышивать еще одну, пока мне не хочется этого делать. Я понаколола пальцы, выкидывать надо вот те иголки, что я купила на Алиэкспрессе, которые колятся. Надо купить хорошие, да позаменить все эти плохие. Ну вот такой небольшой финиш у меня случился на этой неделе, а мог бы и на следующей случиться, но неважно. Очередная моя попытка оформить какую-нибудь вышивку в эту коробочку, и вот представляю вам корзиночка с цветами. Эта корзиночка с цветами, чем она только не была. Она сначала была вышита, я делала пасхальное яйцо, она вот на пластиковом, ну, на пенопластовом этом яйце была натянута. Мне она не понравилась, потому что здесь ткань довольно-таки плотная. И она на этом яйце топорщилась, и там же вот такие овальные это все. И когда это все сшилось, оно все, ужасное выглядело это. Потом я из него сделала сердечко. Сердечко еще хуже. И валялось это, у меня сердечко валялось. И я такая посмотрела, а может оно сюда войдет? Вот вставила его сюда. Ну, теперь, наверное, так и оставлю. Пока мне этот вариант нравится больше всех предыдущих. Как вы считаете, нравится вам такой вариант? И потом я купила рамочку для своей русалки. Сейчас покажу, какая у меня рамочка и какая у меня русалка. Вот такую рамку я увидела. Знаете, раньше это был магазин, все по 1, по 2 франка, а теперь они просто магазин со всяким барахлом. Уже не пишут 1-2 франка, потому что таких цен, наверное, больше не существует. Сейчас я подниму и покажу вам эту рамочку. Дешевая какая-то рамочка. Вот так это все выглядит. И что-то мне в магазине нравилось больше. Мне казалось, что она больше подходит. Ну, не знаю. Пока оставлю так. Пока будет. Там была еще бежевая вот такая, просто бежевая вся. Но мне она показалась какой-то скучной. Я решила, голубое к голубому. А теперь я думаю, не сливается ли оно. Ну, вроде ничего. Красивая русалка это, конечно. Вся блестит и сверкает. Вот. А сегодня, что у меня сегодня? А сегодня у меня вечером занято. Тут предрождественские эти все дни, это ж везде проводятся вечеринки, корпоративы и всякое такое. И вот сегодня у нас с нашей группой Nordic Walking будет вечеринка, скажем так, корпоративом это не назовешь. Мы же не корпорация, но тем не менее пойдем мы. Посидим в ресторане, 50 человек, посидеть как бы так себе. И вряд ли я буду что-то вышивать, понятное дело, сегодня. Так что посмотрим, что мне удастся. Как бы я планировала на этой неделе сделать старты, но я так посмотрела по своему расписанию, будет сложноватенько сделать старты, потому как у меня эта неделя, вообще полностью такая напряженная, и много очень таких событий всяких разных, которые занимают время. Посмотрим, время покажет. До следующего включения. Ну что же, как я
неустанно оформляю в эту коробочку всякие разные дизайны, то у меня уже здесь накопилось немного сердец. И вот я оформила те сердца, которые мне не нравились, как были оформлены. Но это, как помните, я вышивала в эту коробочку, и вот в этот я вынула и оформила вот таким образом. Вот такую ленточку пришила, бисерочек здесь золотистый. Мне кажется, очень красиво. Единственное, но я забыла вообще, что, ну, а как ты его будешь куда-то подвешивать или вообще что это? Ну, естественно, это будет у меня как бы новогодняя игрушка. Вот с обратной стороны, если помните, у меня мишка сшит, наволочка с мишкой, модницей из вот этой вот ткани. Это была, кстати, скатерть, но она очень большая на мой стол, и я отрезала кусок, и вот представьте, какой огромный этот кусок был, что получилась наволочка, ну еще вот у меня кусочки такие оформляю я сюда. Ну классно, типа Барбери. Вот. И мне нравится так больше, надо здесь еще... Дело в том, что вот эта ленточка, это какой-то подарок был, кто-то что-то дарил, и по цвету подошла только эта ленточка. И я ее сюда прицепила и не подумала, что надо оставить какой-то хвостик. Хвостик не оставила, ну и теперь надо будет из чего-то сообразить, может скрутить просто жгутик из вот этих вот ниток. И будет тогда подвесочка такая, а то, ну вот просто сердечко, пинкипчик, сердечко, вот такой. Ну, мне нравится. Мне намного больше нравится, чем она была в коробочке. Но она и великоватая, даже вот так. Я сейчас смотрю, ну нафига я пихала ее сюда, она зажимает, и эти розы не такие красивые в этой коробке были, как они на самом деле. Так, ну, кривенькая, косенькая здесь, потому что я ж там почикала, все пообрезала, и тут уже старалась, там внутри, ну, там вообще несколько миллиметров, едва-едва, чтобы хватило, чтобы ее закрепить, этот пинкипчик. Ну, пинкип делала, как обычно, две картоночки, на каждую картоночку натягивается здесь это здесь это, там слой синтепончика внутри. И вот такая красота необыкновенная получается. Мне нравится очень сильно. И второе сердечко, это сердечко, если вы помните, в прошлом году, или я не помню уже в каком это было, я делала открытку для мужа. Это была открытка вот с таким сердечком. Это сердечко то ли от Виктории Сэмплер, то ли от Джаснена, я уже, честно говоря, и не помню. И внизу там было написано что-то типа Happy Valentine's Day, ну, что-то было написано, видите, здесь еще даже осталось немножко, но я уже не стала их распускать, оставила так. Потом я оформила это сердечко в рамочку, и оно мне все равно не нравилось, и вот сейчас я его оформила в подвеску. В подвеске мне оно нравится больше. Вот этот жгутик, это тоже остатки, это, по-моему, я делала, когда сапожки новогодние. Вот у меня остался вот это вот полностью этот кусочек, который остался, он идеально, видите, как сюда вписался. Не знаю, каким я фломастером здесь испачкалась, но простите, спрячем. И вот так красиво получилось в пинкипе. Опять же, ту же самую я ткань на заднюю оборотную сторону прицепила. И вот здесь очень красивый этот дизайн. Здесь это, видите, бисер золотистый, и здесь хардангер. Туда я красную ткань подложила, чтобы оно хорошенько выделялось. И вот здесь золотые фрузелки вышиты. Ну, легкая, быстрая, но смотрите, какая эффектная картинка. Мне она очень нравилась. И за счет того, что как можно испортить дизайн, неправильно его оформить. Вот это у меня мой вариант. Но сейчас мне нравится гораздо больше.
Вот такой клуб неправильно оформленных сердец у меня образовался здесь. И еще там лежит, как вы помните, помните, голубой рог изобилия. Ну, там вообще все сложно, потому как я ж вырезала его в форме сердечка, чуть не завалила свое дерево. Я же его вырезала в форме сердечка, а сейчас хотела тоже ж оформить, начинаю оформлять, ну, вообще как бы, ну, не получается. В общем, оставила, пусть лежит, ждет хорошей погоды, как говорится. И кроме этого я вышивала Red Winter, но не принесла, я там совсем немножко вышила, времени, как я уже говорила, нет, и этот самый. И я не показываю вам мою собачку, потому что, ну, что тут показывать, я шью фон, знаете, чтобы совсем не загрустить на этом фоне, я беру пару ниточек, повышивала, положила. И вот смотрите, куда я уже дошла, почти до конца собачки. Вот здесь закончится, ну, голова вот этой собачки, и потом останется вот здесь еще фон, ну, короче, еще останется фон. Ну, вот здесь дальше пойдет уже чуть-чуть другой цвет, посветлее, это небо будет зашиваться. Ну, буду шить, пока ничего интересного показывать нету. Как дошью, потом начну уже собачку, покажу. А пока все, не было у меня времени особо на вышивку, как я уже говорила, потому как все в делах, надо бежать, ну не знаю куда, как это Жванецкий говорил. Сегодня тоже надо бежать. И покажу, что повышивала в следующем включении. Ну что ж, друзья, сейчас я вам покажу то, от чего я обалдела. Я получила наборчик с AliExpress, копия, подделка, ну как, назовите как хотите. Цвет любви от Dimensions. Я его искала, но не нашла. И вот мне пришло, я сняла уже все эти упаковки, потому как они шелестели. И вот что мне пришло. Уже сама картиночка говорит нам, как бы намекает на то, что наборчик будет так себе. Так сказать, что скупой платит дважды? Нет, я готова была заплатить за набор, я его не нашла. Я купила, вот это второй раз, я на вот это попадаю. Вот запомните вот это и никогда на нем не заказывайте. Мне сказали, что на Амишопе отличный набор. Здесь рассмотрим. Доставка была быстрая. Это, наверное, положительное, будем считать. Нитки вот такие. Нитки не знаю. Нитки увидим, как они будут себя вести, как они подобраны в процессе вышивки. Много ниток, вот их сколько здесь, 31, и там, наверное, еще будут бленды. Вот такая палеточка еще дополнительная здесь у меня лежит. Тканюшечка. Тканюшечка, это, наверное, типа что-то равномерка. О, господи, отцепись. Она какая-то резиновая, знаете. Я не знаю, что это, но оно либо так пропитано чем-то, оно кажется на ощупь какой-то резиновой. Ну и это даже не вопрос вообще, это окей. Я развернула, офигела от размера, конечно, здесь. Это что, будет такая картина? Я ожидала чего-то поменьше. Ну это очень большой кусок. Вот вам, посмотрите, какой он огромный. У меня рука 20 сантиметров, смотрите. Здесь 40 сантиметров, а здесь все 60. Да, уже меня это настораживает каким-то образом. Это какая-то многоцветка будет. Так, ну ладно, это все еще можно как-то потерпеть. И это все пока есть окей. И сейчас то, что меня привело в шок. Я вам сейчас покажу схему. Та-дам! Как вы думаете, это вообще реально по этой схеме вышивать?
Я не знаю, кто вот печатает вот такие схемы. Вот такие еще схемы печатают, знаете, где? В журналах в итальянских. Я не знаю, это печатает, наверное, человек, который вообще никогда в жизни не вышивал. Вот вообще просто никогда в жизни он не вышивал и не видел схем. Как можно здесь разобрать? Ну, здесь один цвет, здесь другой цвет, здесь... Ну, это трэш полный. Короче говоря, я не знаю теперь, что мне делать. То ли мне это сразу все выбросить, взять и попрощаться с этой двадцаткой и искать нормальное что-то. Либо найти схему. У кого есть схемка, киньте в меня ее, пожалуйста. Я попробую, если бы была у меня сага на эту схемку, или просто хотя бы в PDF эта схемка, я бы попробовала что-то, я бы начала, наверное, с лица, чтобы увидеть. Тут же в основном остальное так будет солома, там ничего страшного. А вот если на лице тут будет какая-то трешанина, то, конечно, это будет фигня. Ну как так? Вот, ну я попала, боже. Капитан Очевидность, это ж было сразу ясно, почему я так себя веду. Вопрос. Вот такая грустная история вам. А теперь радостная радость. Вам представляю Лулу, новый член семьи нашей. Посмотрите на эту прелесть, какая она милая. Она как плюшевая игрушка, но уже такая сообразительная. Мотается как шило в одном месте у нее. Даже ее снять как-то было очень трудно, потому что она постоянно куда-то бежит, что-то хватает. Видите, какая она мелкая. Вот по этой лестнице она забираться еще не умеет. Ну и это хорошо, потому как на кухню она не может зайти сама. И вот мы тут даже чему-то уже в первый же день научились. Мы научились ловить, переносить мячик. Такие сообразительные девочки вот так умеют делать. Ну вот теперь с таким беспокойным хозяйством не очень много удается вышивать, потому что она требует все время внимания. Если ты ей не уделяешь внимания, она плачет. Но когда она устает и ложится и спит, вот результат того, что у меня получилось. Вышивала это Рената Паралины, кто не помнит. И вот мне удалось за этот вечер вышить вот эту веточку. И вот сюда я вниз уже пошла немножко. И осталась, собственно, мне вторая половинка. Ну, если бы никто мне не мешал, это, естественно, можно было бы все сделать за один вечер. Здесь осталось немножечко этого бэкстича. Ну, капелька-капелька. Так по капельке и идет. Кстати, о капельке. Покажу там, как накапалось у меня на собачке. Вот на собачке, что я навышивала. Вот это, видите, ну здесь вот так у меня полукрест. Это я вам скажу, когда мне надо было ехать вчера за собакой, забирать ее, я, видимо, так возбуждена была, что я проснулась в 5 утра и больше не могла заснуть. И вот я до 7 часов вышивала собачку и переживала. Хотя бы как-то, потому что я проснулась в 5, полежала полчаса в надежде, что я еще засну, ну, это бесполезно было, естественно. И тогда думаю, ну что читать мне что-то не хотелось. Знаете, когда у тебя мысли в другом месте, сосредоточиться на чтении как-то сложно. И вот я сосредоточилась на полукресте, я пошпарила, там посмотрела какие-то видосики на YouTube. Ну и неплохо, смотрите, как у меня там получилось за сколько там, час-полтора. Так что осталось вот здесь немножко заполнить, вот здесь небо дошить, и я приступлю к тому, чего я жду с нетерпением, собственно, к этой собачке. Вот такие дела. У меня хорошая новость. Я нашла сагу на «Свет любви» от Dimensions и постирала тканюшечку, и посмотрите, она теперь похожа на тканюшечку, она похожа теперь на равномерку, и
Я думаю, на ней все-таки будет полегче, так как я вышиваю на пяльцах. Мне не нужна барабанная натяжка, мне не надо вот это пропитанное, прорезиненное, что невозможно его проколоть. Мне будет хорошо вот такая мягенькая тканюшечка. И теперь с сагой я смогу, наверное, все-таки смогу вышивать. Кстати, я хотела всех девчонок поблагодарить, какие вы у меня замечательные. Просто у меня нет слов, чтобы передать всю мою любовь и благодарность вам, когда я в прошлом видео упомянула Snow Queen от Mirabilia. И что это будет стоить, ну, не крыло самолета, а чугунная ванна, так точно. Мне девчонки скидывали ссылок и со схемой, и где можно заказать это подешевле. И я уже списалась с осьминожкой. И это реально, и так что я, скорее всего, буду у них заказывать. Поблагодарить Алла. Алла, спасибо огромное. Оля, тебе тоже большое спасибо. Вы лучшие. Вот, пожалуй, на такой хорошей ноте я и закончу это видео. Была неделя интересная, насыщенная, наполненная, может, не так сильно наполненная вышивальными продвижениями, но зато другими разными эмоциями. The most wonderful time in the year – это предрождественский период, он действительно волшебный, и я просто в этом году как-то очень хорошо чувствую приближение Рождества, и мне это очень нравится. Так что я надеюсь, у вас такое же прекрасное предрождественское настроение. Что вы планируете делать на Рождество? Мы будем отмечать с семьей вместе 25-24. Ничего мы не будем отмечать, а 25-го в обед мы пойдем все вместе обедать. Будем праздновать таким образом. Вот, что еще вам рассказать. Пока новостей нет. Так что я с вами... Собачка чувствует себя хорошо. Бедный мой муж, он всю ночь... Он и ей вчера вечером разрешил сидеть с ним на диване. И она, естественно, теперь хочет спать на диване. Она не хочет, типа, спать на своей лежанке. Она хочет спать на диване. И она всю ночь прыгала на этот диван. Но так как она маленькая, не решается, ну, как, не удается ей запрыгнуть. Она, короче, плакала всю ночь. И он ее садил на диван. Садил вниз, садил на диван, садил вниз. Ну, это... Ну, маленькая собачка, это как маленький ребеночек. Так что... Нам предстоит повозиться немножко, но это радостная такая какая-то суета. Мне нравится. Я с вами прощаюсь. Я желаю вам всего самого наилучшего и до следующего видео. Всем пока-пока.